Всем привет, я вас приветствую на канале Сергей Тафтинг. Сегодня мы будем делать такой коврик. Его также можно использовать как когтеточку для вашего любимца. Коврик будет петлевой, будет он выполняться с помощью иглы для ковровой вышивки диаметром 4 мм. Для основной ткани я буду использовать двунитку плотностью 210. В сравнении с мешковиной у нее есть и плюсы, и минусы. Плюс мешковины в том, что она хорошо протыкается иглой 5 мм. В случае с двуниткой это сделать практически невозможно. Поэтому используем 4 миллиметровую. Плюс двунитки еще в том, что при проклеивании коврика она лучше сгибается, не ломается, как мешковина, и не разрушается. Пряжу я буду использовать составом акрил плюс шерсть. И в общем-то все, погнали. Начинаем мы с того, что растягиваем на рамке ткань, потом рисуем на ней рисунок, либо от руки рисуем, либо с помощью проектора. Например, я лицо взял в интернете, а остальное дорисовал сам. Надо сразу понимать, какие цвета нам нужны, и делаем заказ либо с интернета, либо идем в магазин. Так выглядит обычная иголка для ковровой вышивки с регулятором. Я не знаю, почему в интернете некоторые пишут вроде комментария вроде того, что это за аппарат такой, где его купить. Обычная иголка продается в интернет-магазинах. Так продевается нитковдеватель, через рукоятку насквозь в него вдевается пряжа. Таким образом. Ничего здесь необычного. Вытягивается вот так с обратной стороны. Надо обязательно следить за тем, чтобы нитка не ходила слишком туго, иначе петли будут неровными. Либо вообще петли не получатся, просто будут дырки. Поехали. Вот я уже прошел некоторый шов, так сказать, строчку. Оставляем немного, самую малость этой нити. И вот таким образом небольшие шажки. Просто продеваем эту нитку. Обязательно надо следить за тем, чтобы она не натягивалась, не задерживалась, иначе просто петли не получится. Шаг должен быть примерно одинаковым. Таким образом все это делается. Делаем сначала контуры, то есть выбираем, заранее определяемся с цветом, делаем контуры и затем заполняем остальное. Когда строчка закончена, либо вам надо сменить цвет, просто придерживая нитку, вытягиваем иголку и срезаем эту нитку почти под корешок. В этом нет ничего страшного, потом все зальется клеем и залепится. Продолжаем делать контур. Советую именно начинать с контуров и тех мест, где цвета сходятся, чтобы потом просто заполнять и ни о чем не думать. Если цвет не подошел, либо просто что-то пошло не так, ничего страшного, вы можете просто взять нить за краешек, потянуть с изнаночной стороны, и все это спокойно выходит. Вот здесь я уже заполнил некоторое количество мордочки,
чтобы вы видели сразу, с какой частотой, с какой плотностью делаются швы. Сильно плотно наполнять их не надо, просто это будет физически трудно, просто игла будет трудно проходить. Здесь набивка довольно плотная, потому что если ваш любимец будет драть этот коврик когтями, чтобы он сразу не разлетелся, надо делать поплотнее, конечно. Меняем цвет и делаем дальше. Привыкнуть к этому процессу нет ничего сложного. Привыкните довольно быстро, можете потом просто делать это с закрытыми глазами. На следующий день я столкнулся с такой проблемой. Цвет нити не подошел в районе рта этой мыши Джерри. Просто он был настолько розовый, он смотрелся прям неестественно, он выглядел вот так. Сначала сделал, потом все это пришлось разобрать, и в этом нет ничего страшного, и вот как я поступил. Вот я взял две нити, точно так же, как обычную пряжу, обычную нитку продеваю в нитковдеватель и продеваю сквозь иглу. Петли в этом случае делаем почаще, то что пряжа у нас тоньше, и заполняем как обычной ниткой. Внешне она будет, конечно же, отличаться с лицевой стороны, поэтому, если вам это важно, то лучше так, конечно же, не делать. Вы на примере этого коврика можете посмотреть, насколько будет отличие. Пройдя все мелочи, переходим к заполнению крупных областей. Как это ни странно, заполнять фон и проходить большие места даже проще, чем мелкие детали. Если у вас размеры рамки позволяют, ее можно спокойно перевернуть, чтобы вам было удобнее. В этом преимущество именно тех, кто делает иглой. Ведь тех, кто делает пистолетами, у них только стоячие рамки. Им неудобно ее переворачивать, поэтому они просто подстраиваются. Так продолжаем заполнять не спеша. Под хорошую музыку очень даже хорошо все это делается. Я бы сказал, не работа, а мечта, как хобби, очень даже. Когда заполнение закончено, можем перевернуть свою рамку, посмотреть, что у нас получилось. Основная проблема может быть в торчащих нитках и в торчащих петлях. Мы их срезаем. И еще бывает такая проблема, когда при стыковке двух цветов просто игла проходит через другой цвет, через петлю другого цвета, и эти петли как бы смешиваются и связываются. Разделить их сложновато, я бы так сказал, поэтому можно просто разрезать петлю другого цвета и таким образом произвести разделение. Для проклейки изнанки я использую клей ПВА. Для этих целей он очень даже подходит именно на водной основе, поэтому я его даже разбавляю водой, чтобы на дольше хватило, и он нормально выполняет свою функцию. Можно также использовать аэрозольный клей, он подходит даже лучше, но он быстрее кончается, чем ПВА, да и стоит дороже.
Покрывать клеем я советую именно на полотне, пока полотно находится на рамке. Просто у меня уже был печальный опыт. Я снял полотно с рамки и потом заклеил. У меня при высыхании просто коврик загнулся, чуть ли не трубочкой, загнулись края. Его очень было сложно распрямить. И помогла только подложка в этом. Поэтому, если опять же позволяет рамка, если она у вас не очень большая, то можно преспокойно положить его и заклеивать таким образом, гораздо упрощает задачу. Клей не жалеем, смазываем обильно, тем более если наш коврик еще предназначается как когтеточка, но он должен быть крепким. И надо быть поосторожнее с краями, именно много клея не лить на края, просто чтобы клей не просочился сквозь ткань и не испортил лицевую сторону коврика. Переворачиваем рамку, осматриваем лицевую сторону, чтобы не было подтеков от клея, и оставляем на ночь, чтобы клей засох. Ну что, вот и готов наш коврик. Изнаночная сторона подсохла. Проверяем, трогаем, щупаем. Она должна быть довольно жесткая. Иногда даже колючая, нитки не должны вытягиваться. Проверяем также лицевую сторону. Если все в порядке, снимаем наш коврик с рамки. Далее будем вырезать наш коврик. От краев берем где-то по 4-5 сантиметров. Не обязательно стараться вырезать ровно. Это все равно будет потом разрезаться на лепестки и загибаться. Затем вырезаем лепестки. Можем взять поудобнее ножницы и начинать вырезать. Так как у нас линии везде кривые, то делать это необходимо. Вырезы делаем до самого конца, чтобы лицевая сторона как бы выходила наружу. Вот таким вот образом. Ну вот, лепестки разрезаны. Выглядит он вот так. Петли с лицевой стороны должны выступать, как я уже говорил. Теперь делаем подложку. Я использовал вот такой фетр. Он довольно тонкий, но для наших целей сойдет. Я буду делать подложку из двух половинок, так как у меня остались остатки от прошлого коврика. Ну, вы, само собой, можете делать из целикового. Потом нам надо будет вырезать его по контуру. Для этого прикладываем плотно к коврику фетр, берем обычный фломастер и, прощупывая край коврика с небольшим отступлением, прорисовываем линию. Потом просто вырезаем по линии. Дальше снова клей ПУВА. Мы им будем подлеплять лепесточки, поэтому, чтобы не заляпать все вокруг, подстилаем газеты. Промазываем по краю.
подлепляем лепестки. Затем промазываем все остальное, берем фетр, выравниваем и прилепляем. Для проклейки краев я использую самый обычный клей-пистолет. Простейшая модель, без регулятора температуры, но со своей задачей он справляется. Подклеиваем края. Это можно делать точечно, с промежутком где-то 2 сантиметра. Когда клеевой силиконовый стержень заканчивается, просто вставляем новый. Для закрытия краев подложки я использую вот такую тканевую ленту. Я не знаю точно, как она называется, но она продается в магазинах там же, где и пряжа. На видео не очень видно, как ее леплю, процесс работы просто из-за обилия черного цвета. Подложка черная, лента черная, но принцип работы, я думаю, понятен. Делаю я это тоже клеевым пистолетом. Закончив работу, осматриваем изнаночную сторону. Если есть потеки или капли клея, лучше их не размазывать, а дождаться, пока они высохнут. Осматриваем лицевую сторону. Если все устраивает, значит можно считать, что работа закончена. Ну вот и все, друзья, коврик готов. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь и можете по этой методике делать себе коврик. Работа кропотливая, если не хотите возиться сами, можете заказать его у меня, я делаю ковры. Ссылку на Инстаграм я положу в описании. Заходите, там много интересного. Пока.